Знаки зодиака, под которыми рождаются серийные маньяки и психопаты. У каждого есть темная сторона, и по мнению астрологов, она заложена в человеке с рождения. Но то, как она проявится на жизненном пути, зависит не только от звезд, но и от самого представителя зодиакального круга. Тем не менее, некоторые знаки более склонны к преступности, об этом говорит суровая статистика. Рейтинг основан на анализе дат рождения серийных убийц, маньяков и психопатов. Первую строчку этого страшного рейтинга возглавляют раки. Их настроение настолько переменчиво, что во время агрессии на фоне, например, ревности, им ничего не стоит убить человека. Примером известного маньяка стал Томми Лин Селс, который убил по меньшей мере 70 человек. Он считался одним из самых опасных преступников США. Наверняка многие удивятся тому, что лидерами по количеству преступлений, причем изощренных, стали раки. Со стороны они производят впечатление добрых и спокойных людей. Но злить их не стоит. Склонные к свирепой ревности и резким перепадам настроения, эти товарищи могут быть страшны во гневе. Именно эмоциональная нестабильность чаще всего толкает представителей этого знака на убийство. Второе место занимают скорпионы. Они зачастую становятся садистами. Так, например, Чарльз Нг и Леонард Лейк, по знаку зодиака Скорпион, изнасиловали, пытали и убили от 11 до 25 человек. Об убийствах стало известно только после того, как Лейк покончил жизнь самоубийством и Чарльз попался полиции на краже. При обыске на ранчо были обнаружены человеческие останки. О характере скорпионов новые знакомые обычно узнают в первые минуты общения. Они вспыльчивы, дрочливы, склонны к насилию, многие свои проблемы в первую очередь пытаются решить кулаками. Третью строчку занимают стрельцы. Они любители самых жестоких расправ. Примером является Тед Банди. Американский серийный убийца-насильник, похититель людей и некрофил. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число его жертв неизвестно. Незадолго до своей казни он признался в 30 убийствах, но настоящее количество его жертв может быть гораздо больше. Стрельцы – народ жестокий и властный, они любят действовать с размахом и не бросают начатых дел. И если представитель этого знака выпустит своего демона на волю, мало не покажется. На четвертом месте по жестокости стоят тельцы. В любой момент они могут сорваться и применить физическую силу. Но эксперты отмечают, представители этого знака зодиака более склонны к мошенничеству, а не к убийствам. Например, американский серийный убийца Джеффри Дамер, жертвами которого стали 17 юношей и мужчин. Трупы жертв он насиловал и употреблял в пищу. Суд признал Дамера вменяемым и приговорил его к 15 пожизненным срокам. Хоть тельцы и не специализируются на смертельных преступлениях, а предпочитают в большинстве своем мошенничество и крупные экономические аферы, но среди них попадаются такие пугающие примеры, как Адольф Гитлер. Что тут еще скажешь? На пятом месте находятся вспыльчивые овны. Их очень легко вывести из себя. Во время приступа их гнева окружающим кажется, что пришел конец света. Но выдыхайте, они редко применяют насилие и быстро отходят. Ярким представителем является советский серийный убийца Геннадий Михасевич. Он совершил, согласно приговору суда, 36 убийств женщин. Сам же заявлял о 43 убийствах. Был расстрелян в 1987 году. Овны становятся преступниками, потому что не способны контролировать себя во взвинченном состоянии. Они мгновенно заводятся и крушат в порыве ярости все на своем пути. Шестую строчку занимают козероги. Они не входят в список серийных убийц. Но если вы будете с ними жестоки, то они легко ответят насилием и давлением. Так, например, британский серийный убийца Гарольд Шипман работал простым участковым врачом и убивал своих пожилых пациенток с помощью морфина, который вводил под предлогом обезболивания. Чтобы обезопасить себя, Шипман настаивал на кремации трупа.
Из 218 подозрительных смертей следователи доказали 15. Хотя сам Шипман признавался, что убил 508 пациентов. Стоит Козерогу попробовать себя в незаконном деле. Или ощутить свою власть, причиняя боль другому. И его невозможно остановить. 7-ю строчку занимают романтические рыбы. Именно под этим знаком зодиака рождались известные маньяки и убийцы. Примером является серийный убийца латиноамериканского происхождения Ричард Рамирес. Известен также как Ночной странник. На счету Ричарда Рамиреса почти 20 человеческих жертв. Еще одним знаменитым маньяком рыбы является американский серийный убийца Джон Уэйн Гейси. Он похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, 6 из которых до сих пор не опознаны. Пресса окрестила его клоуном-убийцей. Еще один советский и российский серийный убийца, маньяк-каннибал. Александр Списивцев насиловал, пытал, убивал и ел женщин и детей. На его счету 20 доказанных жертв, хотя точное их число до сих пор остается неизвестным. По некоторым данным, количество жертв маньяка может доходить до 82 человек. Со стороны рыбы кажутся милашками, инфантильными, несерьезными, ветреными и очаровательными. Однако эти прекрасные создания склонны практически ко всем видам зависимости, алкогольной, наркотической, сексуальной и прочим. Это и толкает представителей знака зодиака рыбы на преступления, которые порой поражают жестокостью. Девы занимают 8-е место. Они совершают самые идеальные и аккуратные убийства, но в большинстве своем они серийные мошенники. Примером известного насильника является Родни Алькала, на счету которого множество жертв женщин. Девы просчитывают каждый свой шаг вплоть до мельчайших деталей, ведь они отличаются педантичностью. Поэтому убийц этого знака крайне сложно выследить и поймать. Сергей Ткач, советский серийный убийца, число жертв – 37 женщин и детей. На 9-й строчке располагаются очень терпеливые весы. Но если вы злоупотребляете их расположением, то они вмиг могут превратиться в самого жестокого человека. Ярким примером является советский серийный убийца, насильник, педофил, некросадист, некрофил и каннибал Андрей Чикатило. Совершил 53 доказанных убийства. По оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств. Находиться рядом с рожденными под знаком весов вполне безопасно, если не раздражать и не напрягать. Потому что терпение этих ребят не безгранично, и когда ему приходит конец, последствия можно сравнить с извержением вулкана. Остановиться и стать снова спокойным и с виду порядочным человеком весам очень трудно. Лев находится на 10-м месте. Представители этого знака в принципе не склонны к преступлениям. Даже если они отважатся совершить что-то противозаконное, то очень внимательно все подготовят и продумают до деталей. Известным маньяком-убийцей является американец Генри Ли Лукас. На его счету 11 доказанных убийств. Свои преступления совершал вместе со своим любовником Отисом Тулом. Путешествуя по Америке, они насиловали, поджигали, убивали и поедали тех, кто попадался им на пути. По словам Лукаса, они убили тысячи. До сих пор точное количество жертв неизвестно. Представители этого знака зодиака готовы на все ради славы и признания. Они эгоцентричны и думают лишь о том, как показать себя в выгодном свете и услышать в ответ рукоплескание. Кроме того, львы очень целеустремленные личности, настолько, что готовы буквально стереть в порошок любого, кто решит помешать им получить желаемое. Водолеи расположились на 11-м месте. Для них в жизни важна справедливость. Они всегда стараются совершать только правильные поступки и не участвовать ни в каких преступлениях, даже мелких. Хотя есть и исключения. Гэри Леон Риджуэй, один из самых известных серийных убийц Америки, совершивший не менее 49 убийств женщин в штате Вашингтон в период с 1982 по 2001 год. Большинство его жертв являлись проститутками или несовершеннолетними беглянками. Его приговорили к 48 срокам пожизненного заключения.
Заставить рожденного под этим знаком человека нарушить закон, и тем более лишить жизни другого, почти невозможно. Дело в том, что они очень крепки ментально и обладают высокой самооценкой, поэтому вывести их из себя трудно. Самую последнюю строчку занимают близнецы. Согласно статистике, нарушителей закона среди представителей этого знака зодиака слишком мало. Причиной является их развитая логика. Они всегда пытаются ее найти во всех своих совершаемых поступках. Хотя есть и редкие представители среди маньяков и этого знака зодиака. Например, Артур Шоукрас. В детстве насиловал и убивал кошек. В молодости проходил службу во Вьетнаме. Полицейским потом Шоукрас заявил, будто уничтожил во Вьетконге свыше 30 человек, попутно съев 2 вьетнамок. И это навсегда сломило его психику. Затем изнасиловал и убил 2 детей. Отсидел 15 лет в тюрьме и стал убивать проституток. Причем их он не насиловал. Важно отметить, что связь даты рождения и знака зодиака со склонностью к жестокости и насилию научно не доказана. Астрологи делают свои выводы на основе совпадений и статистики, и не утверждают, что все представители определенного знака зодиака опасны. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!